привет! Сегодня я хочу продолжить обзор нашего путешествия в Фалкирк. Это мы направляемся в центр города Фалкирк. Красивые башенки. Это центр города. Все закрыто, магазины закрыты. Воскресенье, около 5 уже все закрыто. Тишина. Церковь Святой Троицы. Ну, пошли так, пройдемся по двору. Интересно. Собачонка. Не одна. Как вы видите, мы пришли на территорию церкви Святой Троицы, которая стоит здесь уже почти 1300 лет. Считается, что ее основал святой Модан еще в 600-х годах. Конечно, с тех пор здание много раз перестраивали. Современное здание уже 19 век, но башня еще с 15 века. Колокольня с 1738 года. Смотри, в виде короны сделано. Может, это какой-то... Может, это какой-то король. На территории церкви есть необычная могила с оградкой в виде короны. Это могила Джона де Грэма, настоящего героя Шотландии. Вы, возможно, спросите, кто же такой сэр Джон де Грэм? Сэр Джон де Грэм был лучшим другом и соратником Уильяма Уоллеса, того самого из фильма «Храброе сердце». Джон погиб в битве при Фалкирке в 1298 году, защищая свободу своей страны. Уоллес сам перенес тело с поля боя и похоронил рядом с церковью. Оградка была выполнена в виде короны в знак уважения. Современный вход такой. Прикольно. Делали стеклянные двери. Они тут дерутся. Местные разборки. Это что, уже подсветки вечерние включили? Что там светится? А здесь кто? Тоже Вильям. Это другой. Эдмастон, Вильям Эдмастон. Камбус Валс. Капитан-лейтенант. Ну, чайки тут прямо очень громкие. Когда такая тишина, особенно в воскресенье, тишина. Это так же, как мы, когда мы в Эйр приехали, тоже в воскресенье, помню. Тихо так, эти чайки орут. Перед нами башня, которая называется Фалкирк-Стип. Это символ города Фалкирк. Построена она была в 1814 году. До нее на этом месте была другая башня, еще старше, от 1600-х годов. Но та старая, к сожалению, рухнула в 1803 году. И, кстати, есть интересная история, связанная с этим. В конце 18-го, начале 19 века в Фалкирке жил один зажиточный человек по имени Уильям Глен. Но прославился он
не благодаря щедрости и добрым делам. В начале 1800-х годов Уильям Гленн начал строительство торгового здания рядом с колокольней. Он нарушил правила и повредил фундамент башни. В итоге здание стало опасным, и в 1803 году городским властям пришлось снести колокольню, чтобы избежать обрушения. И с тех пор за Уильямом Гленном закрепилось прозвище «Человек, разрушивший колокольню». Гленна обязали выплатить компенсацию за ущерб, но он умер в 1808 году, так и не расплатившись с городом. И вот что интересно, после его похоронили на территории церкви, откуда мы вышли. И новая башня стоит здесь уже более 200 лет. Это не просто башня с часами. Раньше она служила и как городская тюрьма. Наверху башни были камеры для заключенных, и в основном туда сажали должников. Чей это символ? Не знаю. Просто символ города. Я так Не факт. Они там в каком-то кафе веселье. Да, мостовая такая в центре. Ну, городок небольшой, поэтому и центр небольшой. Вон там какие-то улочки такие симпатичные. Сюда? Вовер-стрит. пошли прямо. Да? Пошли. Там какое-то, видно, кафе или ресторанчик. Гуляние. Бар там. Ну да, бар. Бар караоке. Ну а что, хорошо поют, если это караоке, нормально поют. Когда нам гадали, что это за здание, оказалось, что это колледж. Валли колледж. На окраине города, можно сказать, находится. Сейчас проходим большой стадион, называется The Falkirk Stadium. Или дорогу нам пришлось обходить. И минут на 10 дольше идти. Потому что роботы дурят. Ну да. Но они поставили указатели в обход. Не следят за ситуацией просто. За изменением ситуации не следят. Это ремонт. Да, путеводитель показывает одну дорогу, указатели показывают другую дорогу. В итоге мы поняли, что указатели более правы. Да, людям надо верить, людям. Да. Опять березки. Но роботы поверили. Теперь мы двигаемся дальше. Мы идем в Хеликс парк, где находятся знаменитые головы лошадей. Так что не пропустите следующее видео. А на этом сегодня, дорогие друзья, я буду с вами прощаться. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, если было интересно. Желаю вам всего самого доброго и хорошего. И, конечно же, до новых встреч на нашем канале.